целом, в последнее время мне начали сниться довольно насильственные сны. Меня похищают, мне нужно решить какой-то конфликт между двумя мафиями. Мне в последнее время довольно часто видится, будто бы я попал в тюрьму. Некий сосед, которого я не знаю, никогда не видел, открывает окно в стене, наклоняется надо мной, и он такой, типа, может, шуметь хватит? Сон и сновидение являются зеркалом нашей жизни и прежде всего нашего эмоционального состояния. Качество сна объективно ухудшилось. Это связано с целым рядом факторов. И прежде всего, на мой взгляд, нарастание тревожности в населении. Мне приснился сон про то, что мне нужно было уехать на карантин в Калужскую область. И почему-то я ехала туда на таком высокоскоростном поезде. В какой-то момент он остановился на станции, которая называлась Мамаев-Курган. Это было скорее такое реальное воплощение картины Верещагина «Апофеоз войны». То есть это была натурально гигантская гора из черепов. Понимаю, что я то ли неправильно оформил пропуск, то ли у меня вообще его нет. Я вот в таком напряженном состоянии куда-то быстро иду, и за мной увязывается здоровая дворовая собака, и она как бы меня за руку не кусает, а так прихватывает. Типа так. Вот. И я начал дико паниковать. Преобладающие темы в сновидениях – это тема беспокойства и угрозы. Некоторые видят в сновидениях военные действия, заключение в тюрьму и арест, погони и преследования. Сейчас большая часть людей изменила свой привычный режим, так или иначе. Ситуация, когда человек должен или сам контролировать, когда он ложится и встает, или он начнет позже вставать, позже ложиться, меняться это время. Соответственно, спать он будет хуже. Поэтому я думаю, что большая часть вот этих жалоб, в принципе, связана даже не с тревогой. По крайней мере, часть этих людей будет говорить: я вроде особой тревоги за собой не отмечаю, а как бы сон мой вот нарушен. Я почему-то поругалась абсолютно со всеми своими знакомыми. Мне совершенно не с кем было поговорить. И помириться с этими людьми было почему-то невозможно. Мне приснилось, что я запретил мэру Москвы что-либо запрещать. И он запретил мне ему запрещать. Перед сном я прочитала новости про разработку тестов на антитела к коронавирусу. И после этого мне приснился сон, что мне этот тест сделали. Я долго с большим трепетом во сне прям переживая ждала результат. И он оказался положительным. Радости моей не было предела во сне. Но потом я проснулась. Наверное, 9 из 10 снов, которых я вижу на карантине, они так или иначе связаны с сексом. Часто абсолютно форма их разная, это разные люди, разные ситуации. Однажды мне приснилось, что у меня во владении есть какой-то огромный замок, и от этого замка у меня огромный ключ с огромным брелком. Сновидения стали лучше запоминаться, они стали ярче, образней и богаче событийно. И отчасти это связано с тем, что сновидение как бы компенсирует недостаточно наполненную событиями нашу жизнь. То есть какую-то часть нереализованных потребностей мы проживаем в наших сновидениях. Для большей части людей сейчас все равно, какой цикл сна и бодрости себе организовать. Почему бы его не сделать приближенным к своему здоровому? Не надо отсыпаться днем, не надо засиживаться ночью, поиграть за компьютером или что-то такое поделать, но выделить в другое время. Нарушение сна и бодрствования еще за собой тянут нарушение питания, нарушение, всего режима. И как бы еще больше ухудшают и сон, и все остальное. Если вот с этим все выверено, то тогда следующий шаг, который можно сделать, это действительно разбираться с тем, что может быть тревога и депрессия. Для того, чтобы повлиять на наше сновидение, нужно стараться позитивно влиять на нашу жизнь. Делать ее более интересной, насколько это возможно в сложившихся условиях. Постараться поддерживать контакт с близкими. Обязательно включать в наш распорядок дня физкульт-минутки. Тот же самый распорядок дня, но с какими-то активными действиями, желательно часть из которых должна быть планами, направленными на будущее, приносящими удовольствие или развивающими. То есть принятие алкоголя в этом смысле, например, плохая идея, хотя она поможет эмоциональному состоянию, но она не сработает на будущее, на изменения и на чувство удовлетворенности. А поклейка обоев может быть хорошей идеей. Нужны дела, которые короткие, часто повторяются и которые я не должен делать весь день.